Что может быть лучше GTA 4? Конечно же, только правильно модифицированная GTA 4. Под словом правильная я имею в виду vanilla-friendly моды. Это в свою очередь означает, что моды будут максимально близки к оригинальному сеттингу игры, не заменяя какие-либо детали на полностью новые, а лишь максимально улучшая имеющиеся. Так что никаких новых авто, супер 8К текстур и Человеков-пауков. Ну ладно. Ранее на канале я уже показал, как можно значительно улучшить оригинальный визуал и атмосферу вот в этом видео. Данное видео является продолжением того видео, поэтому перед дальнейшим просмотром я настоятельно рекомендую посмотреть прошлое видео, а также ряд других из описания данного ролика. А сейчас я покажу вам еще одну порцию модификаций, которые сделают GTA 4 еще лучше. Напомню, версия GTA 4, на которой я тестировал все моды, это Complete Edition 1.2.0.43. Если у вас, к примеру, Steam версия 1.2.0.59, то на ней также должны работать все модификации. Важный момент: практически все моды будут устанавливаться через Fusion Overloader. Это мод, который идет в комплекте с Fusion Fix. О нем я рассказывал в одном из прошлых видео. Обязательно досмотрите ролик до конца, чтобы не пропустить интересную и важную информацию. Приступим. Xbox Rain Droplets. Этот мод добавляет в игру шикарные капли от воды. Теперь во время дождя на экране будут появляться красивые капли. Помимо дождя, этот эффект будет возникать при любом попадании воды на главного героя, будь то прогулка на лодке, фонтан, сбитый гидрант или же дождь. Мод очень простой, но весьма эффектный. Нечто похожее было в San Andreas с модом SkyGFX, но козырь именно этого мода в том, что у мода есть отдельный ini файл, а это значит, что он имеет широкий спектр настроек, и каждый сможет настроить его под себя. Помимо капель от воды, также есть и капли крови, которые смотрятся очень эффектно во время ожесточенных перестрелок. Капли крови отдельно можно отключить, все в том же ini файле. Project 2DFX. В прошлом видео по модам я совсем забыл про этот крутой мод Project 2DFX, знакомый для многих мод по GTA San Andreas, только в четверке он работает немного иначе. Вся суть этого мода в GTA 4 сводится к тому, что источники света, такие как огни от фонарей, светофоров, зданий и многого другого, теперь более выраженные, а также их видно с любой части города, и они более яркие. Данный эффект прибавляет реализма GTA 4, с высоты это выглядит просто превосходно, и на земле в ночное время эффекты огней вдали смотрятся очень круто. Очередной красивый мод в копилку модов для идеальной GTA 4. В GTA 4 очень много различных мелочей, а также много внимания уделено разным деталям, но всегда найдется, что можно улучшить. Играя в четверку, многие могли находить кучу разных зданий и интерьеров, в которые можно было входить, или они по крайней мере выглядели так, что в них можно войти. Мод More Visible Interiors дословно делает больше видимых интерьеров. К примеру, таксопарк Романа, видно, что у него есть окна, но они совершенно непрозрачные, как и многие другие заведения и здания, в которых можно было сделать прозрачные окна, но по какой-то причине разработчики этого не сделали. Зато это делает данный мод, и теперь по всей карте появится много видимых интерьеров, будь то какие-то заведения, квартиры и многое другое. Интерьеров достаточно много, и мод активно развивается, поэтому такая мелочь положительно влияет на восприятие игры при повторном прохождении. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на стеклянные остановки, витрины магазинов и прочие объекты из стекла? Они выглядят не очень естественно, будто это и вовсе не стекло. В них отсутствуют блики и отражения. Данный мод добавляет отражение кубической карты к реквизиту, интерьерам и другим местам на карте, которые содержат текстуры прозрачного стекла. Например, автобусные остановки, полицейские хижины, пункты взимания платы за проезд, торговые автоматы, киоски с едой, стеклянные двери и внутренние окна в таких местах, как магазины одежды, больницы и еще очень много всего. Очень интересный мод, который добавляет реализма и освежает GTA 4. Restored Pedestrians. Этот мод восстанавливает полностью вырезанных и практически неиспользуемых пешеходов. Некоторых пэдов из мода раньше можно было встретить лишь в некоторых катсценах, либо в определенных миссиях, но по их репликам, различным типам одежды, названиям моделей, можно предположить, что они должны появляться в городе, как простые пешеходы. Поэтому автор мода вернул данных пэдов на улице Либерти-Сити, что в свою очередь значительно разнообразит трафик пешеходов. Помимо восстановления, также внесены улучшения и исправления для некоторых пешеходов. Various Pedestrian Actions.
В GTA 4 действия пешеходов весьма разнообразны, особенно если сравнивать с той же GTA San Andreas, но список действий можно сделать еще шире. В этом и поможет мод Various Pedestrian Actions. Благодаря этому моду пешеходы смогут выполнять еще больше различных действий. Например, читать книги, поправлять одежду, пэды смогут выбрасывать мусор из авто, рабочие будут искать доски, переговариваться по рации и многое другое. Благодаря этому игра выглядит более живой. Полный список нововведений вы видите сейчас на экране. Я люблю различные мелочи в играх GTA серии, и для меня это очень классный мод. HQ Map. Теперь давайте улучшим некоторые элементы интерфейса. Может показаться, что зачем ее улучшать, ведь она и так неплохо выглядит. Но на самом деле это не так. Если в меню увеличить карту до определенного масштаба, то можно заметить, что карта нечеткая и видно зазубрины. Смотрится это не очень приятно в такой обновленной GTA 4. Поэтому мне удалось найти отличный мод на карту в очень хорошем разрешении. Теперь при любом масштабе карта будет в лучшем качестве. Higher Resolution Radio Logos. Продолжение улучшения игрового интерфейса. И на очереди иконки радиостанций. Данный мод заменяет все иконки для четверки, а также 2 эпизодов. Помимо иконок, которые мы видим в транспорте при переключении станций, заменены также и иконки в меню. Realistic Handling and Physics. Управление и физика GTA 4 являются одной из самых важных фишек этой игры, и благодаря этим особенным элементам игра в свое время очень сильно понравилась игрокам. Но есть нюанс. Физика в игре отличная, но само управление транспортом весьма валкое для всех типов авто. К примеру, возьмем спорткар и обычный седан. У них будет разница в управлении и поведении подвески, но эта разница будет крайне мала. И у того же суперкара, несмотря на то, что у него спортивная жесткая подвеска, будут присутствовать большие крены, которых в жизни быть не может, а также у него не будет такого ускорения, как в реальной жизни. Предвидя огромное количество комментариев по типу «Ты что, собрался испортить физику GTA 4?», я хочу успокоить таких людей. Ничего испорчено не будет. Основная суть мода Realistic Handling и Physics — сделать физику и управление всего транспорта GTA 4 более реалистичным. То есть теперь у авто будет правильный центр тяжести, правильный разгон, который будет соответствовать типу авто, будет правильная развесовка, правильное количество передач, у мощных авто появится избыточная поворачиваемость, то есть снос задней оси. Также у соответствующих авто будет меньше кренов при поворотах. Если это спорткар, то и управление у него будет соответствующее. С этим модом я прошел практически всю игру и могу сказать однозначно, что он не просто улучшил ощущение от управления, а действительно помог получить абсолютно новый игровой опыт. Повторюсь, мод ни в коем случае не делает управление казуальным, как в той же GTA 5. Управление становится именно таким, каким его всегда не хватало в GTA 4. Изменения касаются абсолютно всего транспорта GTA 4 и эпизодов. Машины, мотоциклы, лодки и вертолеты. Все подверглось корректировке. Однозначно рекомендую попробовать данный мод. И в качестве бонуса я хочу порекомендовать вам отличный тренер, который подходит для Complete Edition. В Liberty Legacy есть много различных функций. Удобный интерфейс, возможность перенастроить управление тренером, изменить внешний вид, а также можно управлять им даже с геймпада. В общем, штука классная, рекомендую. Теперь я покажу, как это все установить. Установка максимально простая, все устанавливается путем скопировал, вставил. Напомню, что большинство модов устанавливается путем автоматической установки через Fusion Overloader, поэтому вам необходим мод Fusion Fix. О нем я подробно рассказывал вот в этом видео. В описании будут все ссылки на нужные видео. Приступим к установке. Вот все показанные мной ранее моды. Я расположил их в том же порядке, что показывал видео. Начну с самого первого, Xbox Rain Droplets. Заходим в соответствующую папку, тут находятся два файла. Script и ini файл. Копируем оба файла и вставляем в папку Plugins, который у вас появится при установке Fusion Fix. На этом установка первого мода окончена. Все редактирование происходит через ini файл мода. На экране вы сейчас видите примерное обозначение всех настроек, а также мои настройки данного мода. Project 2DFX. Здесь то же самое. Заходим в папку и видим 3 файла. Копируем их и вставляем в папку Plugins. На этом установка завершена. У этого мода также есть ini файл, но его настраивать я не стал, так как и так эффект меня полностью устраивает. More Visible Interiors. Здесь файлов уже больше, но если у вас Fusion Fix, то вам лишь необходимо зайти в данную папку, скопировать папку Update и вставить эту папку в корневую папку GTA 4 Complete Edition. Также этот мод можно поставить и на другие патчи GTA 4. Если вдруг вам это нужно, то рекомендую почитать файлы README. Если же вы скопировали папку Update в директорию игры, то на этом установка мода завершена.
Project Glass. Данный мод можно установить через Fusion Overloader, а также через Open4. Нам же нужен первый вариант. Для этого просто копируем папку Project Glass и вставляем ее внутрь папки Update. Все, на этом установка мода завершена. Restored Pedestrians. В архиве две папки. Ручная установка и автоматическая через Fusion Overloader. Выбираем автоматическую. Заходим в папку, видим папку Update. Копируем ее и вставляем в корневую папку GTA 4 Complete Edition. Все, установка завершена. Various Pedestrian Actions. Здесь все точно так же, как и у предыдущего мода. Выбираем автоустановку, копируем папку Update и вставляем в корневую папку. HQ Map. С картой все так же просто. Открываем архив, копируем папку Update и вставляем в корневую папку. Higher Resolution Radio Logos. Копируем папку Update, вставляем в корневую папку, установка завершена. Realistic Handling и Physics. Здесь же придется попотеть. Данный мод устанавливается по старинке. Во-первых, здесь мы видим три папки. Папка Common отвечает за транспорт оригинальной четверки, две другие за каждую часть эпизодов. Для установки вам нужно скопировать три папки и вставить их в корневую папку GTA 4, подтверждая замену файлов. Важный момент. Сделайте бэкап файлы на случай, если вам вдруг захочется вернуть оригинальное управление. Для этого просто пройдитесь по папкам мода, которые будете вставлять, и посмотрите, какие файлы заменяются. После чего уже в папке с игрой перейдите по тому же пути и скопируйте куда-либо оригинальные файлы. Также в архиве присутствует папка, в которой лежат текстуры новых следов от шин. Точнее, они менее яркие по сравнению с оригиналом. Принцип их установки такой же, как я описывал ранее. Liberty Legacy Trainer. По тренеру есть момент. В архиве с официальной ветки форума лежит папка с файлами тренера, скрипт и readme. Если закинуть просто папку и скрипт, то тренер работать не будет, так как не хватает Complete Edition хука, Advanced хука и скрипт хука. Архив на эти файлы я оставлю в описании. Их просто нужно будет скопировать в корневую папку. У меня на версии Complete Edition 1.2.0.43 именно с этими файлами все работает. Если у вас не будет работать тренер или не будет запускаться игра, то скачайте патч по вот этой ссылке из официальной ветки форума. Содержимое архива также нужно будет закинуть в корневую папку игры. Все, на этом установка всех модов завершена. По сути, на все про все у вас уйдет минут 5, не больше. А теперь представьте, как меня триггерило, когда в комментах под прошлым видео люди писали комменты по типу «сделай готовую сборку». Ведь там также все было просто, и я даже записал отдельный ролик, где рассказал, как все установить. Подведем некий итог. GTA 4 стала еще ближе к идеалу. В совокупности с модами из прошлого видео стало определенно лучше. Конечно, это далеко не все моды, которые я бы хотел видеть в своей идеальной GTA 4. Но на то есть свои причины. Я хотел показать максимально простые в установке моды, а также максимально совместимые с предыдущими. К сожалению, до сих пор остается очень много хороших модов, которые не работают с последними версиями GTA 4. В будущем, я надеюсь, эта ситуация изменится, и тогда я смогу показать вам еще больше классных модификаций для любимой GTA 4. Что касается стабильности модов, моды что из этого видео, что из предыдущего показали себя очень хорошо. За все время тестов и просто игры я не встретил каких-либо проблем, вылетов или чего-либо еще. Все эти моды никак не влияют на геймплей, не конфликтуют между собой и не вызывают сбоев в сохранениях. На данный момент со всеми модами я прошел игру вот настолько. И могу сказать, что никаких нареканий у меня нет, а только наоборот максимально положительные эмоции, будто я играю действительно в хороший ремастер. По производительности моды из этого видео также не должны никак на нее влиять. К примеру, тот же Fusion Fix влияет на производительность, об этом я подробно рассказывал вот в этом видео. Но эта подборка не влияет. По крайней мере, я не заметил каких-либо ухудшений. От себя я хочу сказать огромное спасибо авторам всех показанных в этом видео модификаций. Благодаря этим людям игра вновь погружает фанатов в ту незабываемую атмосферу Liberty City. Также выражаю благодарность ребятам с Boosty за их поддержку. Это очень ценно сейчас. Ну и все на этом. Лайк, подписка, колокольчик. Ах да, чуть не забыл. Для занятых и деловых людей я собрал все моды в один архив. Ссылка на него будет где-то в описании. На этом все. Увидимся в новых видео. Всем пока.